Финляндия, Финляндия. Сюда опять держит путь Иван. Ведь Молотов сказал, что все будет хорошо. И завтра в Хельсинки мы будем есть мороженое. Нет, Молотов. Нет, Молотов. Ты врал даже больше, чем сам Бобриков. Я не знаю, был ли финский генерал-губернатор Николай Иванович Бобриков записным вралем, или так, лгал по мелочи. Но память о себе в финском народе он оставил именно такую. Эта песня «Нет, Молотов», наверное, самая известная финская песня времен войны. Песня 1942 года, когда находящаяся в зените своего военного могущества Финляндия, в общем-то, считала себя вправе немножко поиздеваться над своим менее удачливым восточным соседом. Ну, а наши здесь пели совсем другие песни. Сосняком по откосам кудрявится приграничный сухой кругозор. Принимай нас, Суоми, красавица, в окружении прозрачных озер. А это песня 1939 года, времен Советско-финской войны. Красавица Суоми нас не приняла. Не приняла по разным причинам. Но не в последнюю очередь этой причиной была так называемая линия Маннергейма. Если мы опять вернемся к тексту той же самой песни «Нет, Молотов», то там есть такая строчка. Линия Маннергейма – серьезное препятствие. Ну а насколько на самом деле оно было серьезным? Линия Маннергейма строилась несколько десятков лет. С середины 20-х и до 1939 года, прямо до начала войны. Кое-что даже построить не успели. И названа она была, вы удивитесь, в честь барона Карла Густава Эмиля Маннергейма, главнокомандующего финской армией, человека во всех отношениях незаурядного, человека, который, в общем-то, спас независимость Финляндии. Наверное, нет на свете второй такой оборонительной линии, которой бы выпала такая же спорная судьба. Одни называют линию Маннергейма чрезвычайно мощной, построенной по всем правилам европейской фортификации, вооруженной многоэтажными дотами, орудиями, господи, чем угодно. Другие считают, что линия Маннергейма была слабой, и вся сила ее была исключительно в силе духа финского солдата. Кто-то считает ее плацдармом, который белофинны готовили для наступления на Ленинград. Кто-то считает ее единственной необходимой защитой для Финляндии от Советского Союза. Ну, в общем, кто во что горазд. И самое интересное, что большинство тех, кто упоенно бьется по поводу линии Маннергейма на форумах, этой самой линии Маннергейма в глаза-то и не видели. В глаза они не видели по разным причинам. Кто-то живет далеко, кто-то живет близко, но до сюда все никак не доехал, потому что сюда на машине не доехать. Кого-то не пускают на военный полигон. Ну, а для нас все эти препятствия не препятствия. И сегодня мы будем смотреть линию Маннергейма в самом ее интересном месте. Там, где ее, собственно говоря, в 1940 году и прорвали. Ну, а пока мы рядом со станцией Лейпесуо. И вот это вот остатки проволочного заграждения той самой линии Маннергейма. Давайте начнем смотреть. Вот здесь вот, по дороге от станции Лейпесуо, на реке Перовке стоит уникальный объект для этой линии. Это плотина затопления. Таких плотин планировалось несколько, но построить успели только одну, вот здесь вот. Говорят, что у нее есть кодовое название «Игла», но в архивах я этого названия никогда не встречал, поэтому пускай будет просто плотина затопления на реке Перовке. Когда ее увидел в первый раз, я был потрясен. Идешь по лесу, грибы, ягоды, и вдруг на тихой лесной речке вырастает самый настоящий замок. Ну вот он, наш первый объект. Плотина затопления укрепленного района Лейпесуо. Стоит на реке Перовке. Раньше была в состоянии эту речку перекрыть. Вот внизу лежат остатки, собственно говоря, затвора. Внизу дно бетонировано.
опускается затвор, уровень реки поднимается, и вот перед дотами, которые стоят там стоят два больших дота укрепленного района Лейпецкого, вода поднимается. На воде, если это зимой, нарастает лед, потом воду можно будет спустить, а лед проваливается под тяжестью людей и техники. Если это летом, то разлившаяся вода, естественно, просто мешает форсированию. Плотина эта была построена здесь в 1939 году. 11 февраля 1940 года, во время Зимней войны, этот укрепленный район был захвачен, и плотина в том числе. Ее после войны подорвали, но подорвали, как видите, достаточно халтурно. То есть затвор плотины, несомненно, сломан, но сама конструкция осталась. Теперь это просто мост. Если внимательно присмотреться, то на поручнях вполне себе заметны пулевые и осколочные отверстия. Ну что ж, пойдем дальше. Перебираться через этот мост не особо удобно, но лучше такой, чем никакого. Двигаемся дальше в сторону укрепленного района Сумма-Järvi. Я стою на месте бывшей финской деревни. Она называется Меркке. Вроде как ничего не напоминает о прошедшей здесь войне. Ну, разве что иногда под ногой попадется металлический осколок. Но 15 лет назад здесь горел лес. Пожар был мощным, пожар был низовым. Я сюда приехал, когда он только закончился. Еще кое-где дымились стволы деревьев. На черной земле, покрытой пеплом, очень хорошо была видна финская линия обороны. Колья для колючей проволоки сгорели, нитки проволоки легли на землю, и можно было проследить, где были опорные пункты и откуда наступали красноармейцы. А за колючей проволокой на почерневшей песчаной почве лежали не разорвавшиеся гранаты и горелые почерневшие человеческие кости. Следы неуспешных боев декабря 1939 года. Именно поэтому здесь, в Мерке, было создано самое большое кладбище на линии Маннергейма. Это советский бронещиток. Он ставился на лыжи, боец толкал его перед собой, сюда просовывал ствол винтовки и стрелял, имея таким образом некоторую защиту от огня противника. Но щитки эти себя особо не оправдали, их пробивала бронебойная пуля, их было трудно таскать, поэтому их здесь в основном бросали. Я еще помню время, когда вот здесь вот на болоте Кущевском эти щитки лежали буквально друг на друге. Когда-то здесь был только вот этот памятник. И посмотрите, насколько разрослось кладбище. Итак, мы потихонечку подошли к самому большому сооружению линии Маннергейма здесь, на Карельском перешейке. И это не дот, не убежище, не окоп, а вот этот вот циклопический противотанковый ров. Ров просто огромен. Он и сейчас глубиной 3 метра. Раньше был, если я не ошибаюсь, 6. Ну и плюс его откосы
были отделаны деревом. Вот так вот он раньше выглядел. Наверное, одно из самых серьезных противотанковых препятствий здесь, на линии Маннергейма. Гранитные надолбы, которые мы чуть позже увидим, ни в какое сравнение с этой конструкцией не идут. Ну вот мы, наконец, добрались и до бетонных сооружений на линии Маннергейма. Это ДОТ Суммajärvi номер 11. Он стоит на мысу. Мыс выдается в болото Мунасуо. Наши это место называли Роща Сапог. Финны, насколько я знаю, не называли никак. Ну вот этот вот мыс, он держал под обстрелом дорогу на Выборг. Одно из бетонных сооружений. Сооружение постройки 20-х годов. После войны оно было взорвано советскими саперами. Бетон здесь не особо качественный. Арматуры мало, и она тонкая. В общем, ДОТ представляет из себя просто нагромождение каких-то бетонных глыб. Смотреть здесь, в общем, нечего. ДОТ разнесен полностью. Это, кстати, беда всех укреплений постройки 20-х годов. Они очень легко разрушались. Вот 3-4 снаряда калибром 122-152, и все. Армирование ДОТа было только в напольной стенке, то есть, в той стенке, которая обращена к противнику, и в крыше. А боковые стенки армирования не имели вообще. И тяжелый снаряд их просто разваливал, и ДОТ складывался. Поэтому легенды о силе линии Маннергейма, они очень здорово преувеличены, потому что в основном линия Маннергейма как раз вот из таких дотов и состояла. Больших многоярусных дотов было всего около десятка. Но сейчас мы их тоже посмотрим. Вот вам еще один дот. По конструкции брат-близнец того, который на мысу. Тот Суммajärvi 11, это Суммajärvi 9. Такой вот у него индекс. Точно такой же бетон. Как видите, в стенах никакой арматуры. Бетон тут с каким-то наполнителем. Какая-то гранитная крошка. Ну и взрыв его полностью уничтожает. Тут вы меня, наверное, спросите, что такое? Где же та самая линия Маннергейма? Где же те самые мощнейшие бетонные укрепления, о которые билась 2 месяца Красная Армия? Ну, я вам обещал большой бетон. Сейчас вам будет большой бетон. Пойдем. Вот мы немножко сместились на запад и сейчас в лесу с надолбами. Ну, стоят гранитные противотанковые надолбы. Между ними натянута на низких колях колючая проволока. В общем, ничего необычного, но зону вот эту красноармейцы назвали Долина Смерти. Дело вот в чем. Финны понимали слабость своих старых дотов и с 1937 по 1939 год построили несколько штук дотов совершенно новых. Ну, во-первых, они были гораздо более мощными, а во-вторых, они имели совершенно иную конструкцию. Если раньше дот стрелял строго вперед, то теперь доты стали стрелять в бок, прикрывая друг друга. И до тех пор, пока советские солдаты не попадали под их огонь, они даже и не понимали, что по ним кто-то стреляет. А когда начинали понимать, становилось уже поздно. Это так называемые доты типа Ле Бурже или казематы фланкирующего огня. Таких казематов стояло здесь 2. Эти 2 дота, они действительно огромные. Они запирали вот эту долину, по которой я иду, с 2 сторон. И когда здесь шло декабрьское наступление, советских солдат встречал дождь из пулеметного огня, который летел непонятно откуда. Самым плохим было то, что танки через этот огонь проходили и уходили вперед. А пехота пулеметным огнем отсекалась, оставалась здесь. Солдаты гибли, солдаты замерзали. В этих местах погибли тысячи бойцов. Вот этот холм впереди меня на самом деле не холм, а дот. Так называемый западный каземат дота Суммajärvi 4 или дота Поппиус.
как финны назвали его по имени первого командира. Этот каземат стрелял вот туда, а с той стороны, навстречу ему, и в бок нашим наступающим частям стрелял второй ДОТ, к которому мы сейчас пойдем. Это будет самый большой ДОТ на линии Маннергейма. Суммаярви-5 или ДОТ миллионный. Ну что ж, вот мы и пришли. Сзади меня уже знакомая нам линия Надолб. За ней холм. Этот холм у финнов назывался высота Сорми, то есть палец. В наших оперативных документах проходил как высота язык. На этой высоте стоит самый мощный и самый большой ДОТ линии Маннергейма. Я сейчас иду примерно так, как наступали советские войска. Как видите, особо пока ничего не видно. Ну, деревьев раньше не было, но это не очень принципиально. А вот теперь, кажется, начинает что-то вырисовываться. Видите, бетон на высоте. Восточный каземат ДОТа миллионный. Сейчас мы к нему подойдем поближе. Вот он. Сильно покорежен взрывами, но такую конструкцию, конечно, убить не так просто. А вот и амбразура. Именно отсюда летели пули в советских солдат. ДОТ огромен. Это его восточный каземат. Сейчас мы пройдем к среднему. Это средний каземат. Лестница вниз. Сейчас завалено, не пройти. Видны петли бронедвери и остатки лестницы. Ну и вон там виднеется каземат западный. А ДОТ, он под нами, под ногами. Сейчас мы спустимся туда, вниз. Это подземная казарма ДОТа. Здесь когда-то стояли нары для личного состава. В целом сохранность хорошая. Гулко. Видны какие-то остатки старых конструкций. Здесь была кухня. Вот это, кстати, единственное многоэтажное пространство. Вот это вот кухонька и пространство над ней. Над ней, насколько я помню, была радиорубка. Видите, как все здесь уничтожено взрывами. Этот ДОТ, когда уничтожали, на него подвезли несколько тонн тротила в виде ящиков. И подорвали, естественно. Взрывом ДОТ был разворочен, ну и те, кто в нем тогда находился, скорее всего, тоже все погибли. Это сейчас в ДОТах все убрано, расчищено. А в 2006 году в ДОТах линии Маннергейма не редкостью были вот такие вот находки. Это человеческие кости. Какой же чудовищной силы были взрывы, если они этот ДОТ буквально разодрали на куски. ДОТ, он как бы строился такими отдельными секциями, так называемая плавающая секция. И вот он по границам этих секций как раз взрывами был целиком разорван. Идем в восточный каземат.
Тут крыша осела. Так. Здесь тоже была казарма. А вот здесь был боевой каземат. Ну, боюсь, не пролезть будет. Да, не пролезть. К сожалению, сюда не влезть. Но конструкция дота понятна. В целом сооружение, конечно, огромное, мощное. И совсем не напоминает вот те вот маленькие дотики, которые мы видели на мысу у болота. Это дот 38-го года постройки. Говорят, самый дорогой на линии Маннергейма. Стоил больше 1 000 000 марок. Ну, склонен верить. А что тут? А тут ничего, просто какой-то мусор. Даже гильз нет. Помню, в каком-то я доте был здесь на линии Маннергейма. Там гильзами прям все усыпано было. Ну вот, собственно говоря, и все. Нету здесь никаких многоэтажных крепостей. Только такие вот сооружения. О, бронедверь. Как ее взрывом разорвала на части. Обшивку оторвала от рамы и вбила в стенку. Да. Что тут творилось, конечно, представить себе сложно. Насколько чудовищной силы был взрыв. Собственно, все, весь дот. Это лестница наверх, к бронекуполу бывшему. Бронекупол был сбит и финнами восстановлен. Опять наша кухонька. Кирпичи. Тут печка стояла. Дымоходы. Ну, в общем, все для автономной жизни. Тут все поколото. Интересно. Гранаты, что ли, кидали? Ну и расписано слегка. Наша молодежь не очень умеет ценить историю. Вылезаем обратно. Ну, что ж, здесь наша экскурсия по линии Маннергейма, пожалуй, подходит к концу. Мы видели наиболее характерные ее элементы. Мы посмотрели доты современного типа, посмотрели доты 20-х годов, всякую полевую фортификацию, даже плотину захватили. Ну, в общем, если вы вдруг захотите тут погулять, то ничего принципиально нового здесь вы не найдете. Ну, а во второй части этого фильма я продолжу рассказ про линию Маннергейма. Почему ее не прорвали сразу и почему ее прорвали потом. Покажу еще пару интересных дотов, памятники на местах боев и пару необычных мест, про которые вы наверняка не знали раньше. С вами была Лисья Нора и я, Александр. Пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить лайки и до новых встреч.